Всем привет! Сегодня, как я и обещал, будем промывать двигатель. Промывать мы его будем самодельной промывкой. В прошлом видео на этом двигателе мы делали раскоксовку. Кто не видел, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Автомобиль нам достался недавно. И прошлый владелец, похоже, думал, что масло заливается на весь срок службы. Поэтому двигатель очень грязный, много шлама и отложений. Шлам и отложения очень хорошо видно по маслозаливной горловине. Даже не нужно снимать крышку клапанов, там и так все ясно. В общем, как всегда, друзья, резину тянуть не будем, а перейдем сразу к делу. Первым делом сливаем масло с двигателя. Как мы видим, масло бежит с поддона очень грязное, черное. В общем, видно, что тут масло менялось не очень часто. Ну а пока масло стекает с двигателя, мы тем временем с вами приготовим самодельную промывочную жидкость для двигателей внутреннего сгорания. Для этого берем 1,5 литра масла. В моем случае это полусинтетика 10В40. Масло мы взяли для дизельных двигателей, так как оно имеет очень высокое щелочное число, намного выше, чем для бензиновых моторов. Ну а также у масла для дизелей очень жирный пакет моющих присадок. Также нам понадобится дистопливо, обыкновенная солярка. Мешать будем с маслом 1 к 1. Измерительная тара у нас будет обыкновенная полторашка. В общем, 3 литра нам будет в самый раз для нашей промывки. Про солярку я думаю, что многие знают, что у ней отличные моющие свойства, поэтому сильно заострять внимание на этом не будем. Я думаю, что соляра вперемешку с дизельным маслом будет отлично справляться со своей задачей. Ну, в общем, смешиваем наши ингредиенты в пятерке. Слегка все это дело перебалтываем. Ну и заливаем в двигатель. Итак, друзья, переходим к следующему этапу. Заводим двигатель. Пусть у нас погудит минут 6-7. За это время двигатель примерно наберет температуру от 70 до 80 градусов. За температурой мы будем следить с помощью вот такого сканера. Заказывал на AliExpress. Ссылочку оставлю, как обычно, в описании. Возможно, что кому-нибудь пригодится. Выше 80 градусов температуру в двигателе набирать не стоит, потому что пары соляры взрывоопасны, и чисто теоретически через кольца они могут проникнуть в камеру сгорания, и двигатель начнет работать на парах соляре. В общем, заглушить его не будет возможно, пойдет в разнос, и в общем ничего хорошего от этого не будет. В общем, друзья, кто что об этом думает, обязательно напишите в комментариях. Ну а мы едем дальше.
Гудим на холостых оборотах и слегка подгазовываем. Прошло в районе 6-7 минут. Сканер нам показывает, что двигатель набрал 76 градусов. В общем, глушим двигатель. Остужаем до 50 градусов. Что, заводим? И повторяем процедуру на этой же промывке. В общем, гудим, слегка подгазовываем, набираем температуру и снова остужаем. В общем, действуем по предыдущей схеме. Туши. После того, как закончили процедуру во второй раз, сливаем нашу промывку с двигателя. Видно, что она немного стала почище. Пока сливается с двигателя отработанная промывка, мы приготовим вторую партию нашей чудо-жидкости. Но как вы сами видите, промывка стала хоть и не намного, но почище. О, уже посветлей. Да? Заливаем вторую партию самодельной промывки в двигатель и заводим движок. Действуем точно так же, как и в первый раз. Гудим на холостых, немного подгазовываем. Следим за температурой с помощью китайского сканера. В общем, чтобы температура была не больше 80 градусов. Ну и используем жидкость 2 раза. Затем снова остужаем до 50 градусов и повторяем процедуру еще раз. Туши ведь. Затем сливаем отработку с двигателя. По струе уже видно, что она намного светлее. Это значит, что двигатель у нас стал после промывки немного почище. Ну вот, друзья, как вы сами можете убедиться, слитая отработанная промывка в канистре намного чище, чем в прошлый раз. Чище и чище. Да? Ну а мы с вами, друзья, переходим к следующему, заключительному этапу промывки двигателя. У нас осталось где-то примерно 2 литра дизельного масла. Заливаем его в двигатель. На этот раз уже без солярки, в чистом виде. Но щупу у нас показывает чуть выше минимума. Этого будет нам вполне достаточно. Нагреем двигатель до рабочей температуры. Так как пакет присадок на дизельных маслах при низких температурах работать отказывается, а работает только при рабочей температуре двигателя. Ну только не сильно. Вот так маленько, жик-жик.
Хорошенько погазуем. И немного покатаемся на повышенных оборотах. В общем, после того, как накатались, сливаем масло и меняем фильтр. Как слеза. Масло, как мы с вами видим, вообще стало уже чистенькое. Почти такое же, как и залили. В общем, промывка, я думаю, нам так не слабо помогла. На фильтре не забываем смазать маслом уплотнительное кольцо, чтобы при установке его не завернуло. И устанавливаем фильтр на свое место. Фильтр масла заливать не нужно. Фильтр закручиваем руками от души, но без фанатизма. Заебись. Нужно снимать. Ебать. Заливаем в двигатель масло для бензиновых двигателей. Уровень проверяем с помощью щупа. Ну и в общем, друзья, промывку можно считать законченной. Получилась у нас вот такая мягкая промывка двигателя внутри. Кому видео понравилось, либо было полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну а у меня на этом все. Всем хорошего дня, всем удачи, пока.